Биография героев крепости. Имея страстное желание получить власть и защитить свою родину, Адриен рисковала стать изгнанницей, которую ненавидел бы ее собственный народ именно за эту одержимость. Королю Тралоску никогда по-настоящему не нравился Алкин, но он все равно дал ему войско, в надежде, что однажды его убьют. Этого не случилось, и Алкин сделал блестящую карьеру, к большому неудовольствию короля. Перед тем, как король Тралоск разрешил Андре, обычной женщине, вести свои войска, он подверг ее знания серии испытаний. Она ответила на все вопросы, и у короля не было выбора. Хотя Брон человек, он обладает способностью выстоять под взглядом Василиска. Это позволило ему изучить Василиска и узнать о нем больше, чем знает какое-либо живое существо. Дед Брохильда научился выслеживать диких виверн при помощи разведчиков, летающих над низинами Таталии. Секрет приручения этих существ был передан отцу Брохильда, а затем и ему самому. Вердиш практически погибла во время резни, устроенной подземными властелинами. К счастью, она мастер искусства исцеления и смогла исцелить практически смертельные раны, полученные ей в сражении. Вистан женат на старшей дочери короля Тралоска и должен наследовать трон Таталии. А пока его вполне устраивает королевская служба, где он учится у короля. Придет время, он убьет своего наставника и захватит трон. Ведьмы ветра часто нанимали морские капитаны, чтобы она направляла корабли и держала их всегда правильным курсом. Она предпочитает соленый ветер моря с мрадным испарением болот, где родилась. Гервульф принес баллистику в Таталию, захватив первое орудие при осаде укреплений варваров на границе Кривлода. Он стал главным специалистом по баллистике на всем северном побережье Таталии. Дракон был величайшим бойцом в своей деревне, а потом и в области. Он решил идти служить Тралоску. Его неоспоримое влияние, особенно на других гнолов, так сильно, что к нему в войско постоянно стремятся новые волонтеры. Кинкерия была одной из самых уважаемых ведьм своего племени. Она всегда стремилась к знаниям и легко постигала суть любых явлений. Ей легко давались такие вещи, над которыми иные мудрецы ломали головы годами. Неудивительно, что очень быстро Кинкерия оказалась на службе у короля Таталии. Карбак стал известен людям Эрафии как герой, который спас ученого Ксантера. Правда это или нет, но Карбак много раз доказывал Таталии свою храбрость. Мирис должна была стать целителем в своей деревне, но когда выяснилось, что она обладает гораздо большей магической силой, чем требуется простому целителю, она немедленно поступила на службу Таталии. Мирланда провела большую часть юности, балуясь темными искусствами, прежде чем поняла, что эта дорога ведет ее к саморазрушению. Она идет узкой дорогой между добром и злом и следит, чтобы не было никого сильнее ее. Когда Розик была ребенком, она часто страдала от лихорадок. Никто не ожидал, что она выживет, но она таки выжила и даже утверждает, что именно лихорадки дали ей магическую силу. 11-я дочь Тралоска, короля Таталии, Стик, стала ведьмой, когда стало ясно, что ей не удастся наследовать трон Таталии, так как есть еще 10 других наследников. В течение 6 месяцев войны с Кривлодом на границе маленькая команда под предводительством Тазара смогла взять пост в Таталии и сдерживать в 5 раз превосходящие силы противника до прихода подкрепления. Тива заняла свое место в ряду героев, соревнуясь со старшими в скорости обучения и доказывая, что она учится быстрее остальных. Она достигла большого успеха.